как в прошлый раз, или так по лайту? Давайте, ребята, по лайту, потому что это вообще караул. Как-то мы так с наскока начали делать выпуски, первый, второй, третий и тому подобное. И не совсем подумали о том, что на самом деле некоторые из тех, кто, может быть, начали их смотреть, не совсем понимают, кто мы, в общем-то, такие. И почему мы делаем вот такое вот шоу, которое называется No Pain No Game. И сегодня у нас, как вы понимаете, один из двух таких ознакомительных выпусков. Один из них будет посвящен Станиславу Андреевичу, собственно, персоной, а второй, собственно, вашему покорному слуге. Зовут меня Евгений, некоторые называют меня Евген, некоторые называют Just Евген в интернете. Кто-то еще называет какими-то словами, иногда на ютубе бывает напишет, но таких я сразу же баню. Вот, а так, в общем-то, ну, вы можете знать меня, собственно, по этому каналу, кто-то знает меня по музыке, кто-то знает меня, возможно, по каким-то другим вещам, я уже не знаю, что еще я там мог наделать в лучшие свои годы. Вот, но так или иначе, делаем вот такое шоу, и один из ознакомительных выпусков, собственно, про меня. Что с тобой? Сабзира. Надо, чтобы люди понимали, что у меня стадия ремонта глубокая, никогда не заканчивающаяся. А так, собственно, вот, скромная обитель. Заходи, коль пришел. А где ремонт? Все так Где ремонт? Ремонт весь закрыт дверями, занавесками и газетами, как обычно. Ремонт дело такое, его нельзя закончить, его можно только приостановить. Потому что люди постоянно говорят, типа, сделай рум-тур, там, а мне рум-тур делать, как бы, ну, довольно беспонтовое занятие, потому что у меня как такового такого гнезда коллекционера нету, когда там стеллажик, все красиво стоит, в общем-то. У меня мое все барахло распихано по двум квартирам. Собственно, там, где живут родители, у меня в основном все ретро, консоли там и всякое такое. А здесь у меня только то, что я могу вот так вот достать, поиграть. Сегодня был у Жени, у него действительно лишь малая часть у него дома находится, остальное там на квартире у родителей, ну, что называется, складируется. Ну, опять же, возможно, и мне так придется жить. Это не как у Angry Video Game Nerd, там свой подвал. Я вот смотрю обзорщиков американцев, Game Room Tour, там целые подвальные помещения частных гигантских домов оборудованы. Я сам свою коллекцию не видел ни разу вот так целиком, честно говоря. Потому что, ну, мне не позволяют, да, условия жилищные. Квартира достаточно маленькая, но я ее расцениваю тоже, когда, ну, такую относительно временную. Вот, я все-таки надеюсь, что у меня еще руки-ноги есть, я когда-нибудь сумею заработать себе на квартиру побольше. Вот, а здесь вот пока что вот так вот. Как вы ожидаете, у меня основной упор это PS3, поэтому здесь в основном будет PS3. Первая, наверное, консоль, в которой я поиграл, это был, наверное, клон Atari. Я совсем не помню, что это было, я практически не помню каких-то обстоятельств. Я помню, что я был в Подмосковье у каких-то там знакомых, у которых были дети, и вот мы сидели, у меня есть такое воспоминание, что мы сидим в темной комнате, в которой всего лишь один телевизор, ну вот, горит, да, светом, и мы играем вот в какую-то такую консоль, вот с таким джойстиком. И я не помню была, что за игра, я помню, что там была какая-то... условно говоря, девочка, да, собственно, зная, что такое консоль Atari, вы понимаете, насколько она была прорисована, да, но так или иначе, там была какая-то девочка, которая прыгала через препятствия, надо было перепрыгивать препятствия, и я помню, что там надо было перепрыгнуть какой-то фонтан, и все. На самом деле, это была, наверное, моя первая видеоигра, вот домашняя игровая система какая-то, да, в которой я поиграл. Тут, как ни странно, PS3, ну, сетик вот классный, кстати, мне нравится. От Tekken до Street Fighter собрано все. Практически, кроме одного диска, о котором я скажу попозже, когда у меня появится, и Аники будет плакать горькими слезами, когда его увидит. Вот это я подозреваю, конечно, что он будет это делать. Вот все Соники на PS3, все Dead Space,
все Биошоки, все Фиры. 2 издания Dante's Inferno, не хватает еще одного. Вот, кстати, довольно редкий, такой, ну, интересный стилбук, который не просто найти, даже у меня он в таком состоянии, весьма пошарканном. Неужели такой резкий? Он редкий, да, его периодически даже нет на eBay вообще, иногда появляется, как бы в 1-2 экземплярах. Слушай, а какая-то у тебя тут литературка даже? Ну, немножко литературки, да, книги у меня тоже в основном все у родителей, у меня здесь такое, ну, то, что я последнее читал, то у меня здесь скапливается. Читаю я в последнее время мало, потому что времени нет, к сожалению. Вот это вот я себе купил буквально на днях, еще не успел даже начать читать. Ты да. не читал еще? «Повелитель мух» Ну, никогда почитай. не читал, но вот хочу прям Почитай. почитать, да. Как сказал бы Станислав Андреевич, петушка. На самом деле прикольно, у Жени там в основном PS3. На PS3, кстати, вот я, как человек в этом не разбирающийся, и вообще эта приставка прошла мимо меня, связавшись с Женей и Саники, я как-то начинаю в них более-менее разбираться. Очень много дисков, которые я никогда раньше в глаза не видел. Painkiller давно, кстати, охотился за ним. А, вот, кстати. Вот такой есть стилбук. Очень странной формы. За 500 рублей выиграл. Ну, надеюсь, когда-нибудь игру где-нибудь зацеплю и вставлю в этот стилбук. Таких не видел. Вот этот диск у меня Аники хочет отжать. Японщина, да? Да, но я ему его не отдам, потому что мне такая корова нужна самому. Вот. Здесь, кстати, стоял Рокки. Рокки вообще мой, короче, самый любимый персонаж. Наверное, вообще из всех вот этих вот мускулистых героев 80-х. Это мне подарил мой друг Иван. Ваня Глобин. Вот, многие, наверное, его знают по музыке. А потом, как и у многих, была Денди. Но в моем случае это была не Денди, а просто какой-то фамиклон, так называемый. Когда в начале 90-х, в самом начале 90-х, возможно, это был 90-й или 91-й год. Время было очень тяжелое, на самом деле. Некоторые, кто помоложе, наверное, может не представляет, что это такое, потому что даже я слабо представляю, что это такое, потому что я был ребенком, да, и для меня это время было счастливейшим временем в моей жизни. Но на самом деле сейчас я понимаю, что время было очень тяжелое. Почему я это понимаю? Потому что мои родители, мы жили, да, на тот момент, сейчас я живу отдельно, на тот момент мы жили в 3-комнатной квартире, там, где живут сейчас мои родители. И одну из этих комнат мои родители решили сдать. Видимо, наверное, не от хорошей жизни, не от того, что... Хотя сейчас я спрашивал недавно у мамы, она говорит, не то чтобы нам сильно не хватало денег, но как-то соседи надоумили, вот у них такой опыт был, деньги лишние не помешают. И вот родители решили, давай-ка и мы сдадим свою комнату. Только-только начинал появляться черкизовский рынок, там было несколько ангаров каких-то, да, и только-только вот зарождался этот вот рынок. И хлынули первые наши гости из Азии, да. Я не помню, кто это был, из какой страны приехали наши квартиранты, но их было человек, наверное, 8, несколько женщин, несколько мужчин. И, собственно, они заселились в одну из комнат нашей квартиры. Насколько я помню, на месяц, потому что на больше моих родителей не хватило. И слава богу. Они начали торговать на этом самом начинающемся черкизовском рынке приставками, которые, как я узнал потом, были клонами консоли Famicom, да, или NES, неважно. То, что стало потом называться Dendy. Но тогда о Dendy никто ничего не знал, компании еще не было, рекламной кампании тем более. То есть это было только все начиналось, собственно. И я увидел эту консоль. Мне, как ребенку, который бегал, путался под ногами, эти вот самые, давайте условно назовем их китайцы, потому что, может быть, они были не китайцы, но никто из нас, наверное, тогда не разбирался, вы сами понимаете. Я помню, что в углу в этой комнатке стоял, наверное, штук 10 коробок с этими приставками. Одну из них мне дали, типа, на, поиграй. И я увидел в первый раз там Duck Hunt, естественно. Я стрелял из пистолета. И увидел Battle City.
И, конечно же, все. Я заболел. Я каждый день просил дать мне эту приставку. Они мне давали. В квартире ужасно воняло какими-то восточной едой, какими-то кашами, что они там себе варили. Провоняла вся квартира, на самом деле, в комнату было не войти. Родители были в шоке, через месяц они выгнали всех этих жильцов, не понадобились никакие деньги уже, лишь бы от них избавиться, потому что засрали комнату так, что там невозможно было находиться, пришлось сделать ремонт, это всего лишь за месяц произошло. Я говорю, там жило человек 8, наверное. И на этом все закончилось. На этом и закончилось мое знакомство с приставкой. Я очень скучал, когда они уехали, на самом деле. Я скучал, естественно, не по ним, я скучал по их товару, да. Через полгода, когда наступил Новый год, мои родители сжалились и купили мне тоже на рынке какой-то вот такой Famiclone. Не какой-то даже, он назывался Street Fighter. Я как сейчас помню, я тогда даже не знал, что это такое. Это была консоль, на которой был написан Street Fighter, на коробке было нарисовано несколько бойцов из Street Fighter, я тоже не знал, что это такое. И там был картридж, в котором было куча вот этих вот стареньких простеньких игр, да, и не было, естественно, Street Fighter никакого. И я недоумевал, почему на коробке вот такие персонажи, а игры такой нету. Но, тем не менее, я играл с наслаждением, и в то время, когда эта консоль мне уже стала немножко надоедать, потому что мне не с кем было меняться, ни у кого их не было. Консоль мне стала надоедать, а она только-только начала появляться у всех, только-только начала обретать популярность, да, и стали появляться картриджи, и она открылась для меня вновь, да, потому что я увидел какие-то новые игры, да, которые, ну, были более сложными, чем те, которые я привык видеть. Я помню, что мне один раз дали поиграть Чип и Дейл игру на час, соседка. И я увидел эту игру, а она была нечто большее, чем Battle City или Duck Hunt, да, или там Mario Bros. И я офигел, она мне казалась каким-то мультиком реально. И я так не хотел ее отдавать вообще. Я впервые увидел реальную игру, которая была прям большим приключением. Вот, кстати, редкая штука. Такая тоже очень любопытная. Это, короче, Годзилла. Годзилла, которого я ни разу не запускал, но говорят, он сильно отличается от версии на PS4. Ну, то есть, прям вот, ну, в таком виде только на PS3 есть эта игра. Тоже хрен найдешь. Так, вот мне Стас, кстати, закинул на день рождения в прошлом году деньжат. Я купил себе вот такую игру. Tornado Outbreak. Классная игрушка от Konami. Здесь играешь за торнадо, надо разрушать разные города и деревни. Короче, чем ты больше разрушаешь, тем ты становишься мощнее. Очень необычная классная штука. Ни на Куни это, наверное, самое такое желанное у всех коллекционеров. Все хотят себе Ни на Куни иметь. У меня вот в 2 экземплярах есть, в американском Greatest Hits и в европейке. Let's do it! Here goes! Не хватает еще, короче, японского издания, чтобы были 3 разные обложки. Да, вот такой сетик, короче, Air Conflict. Разные, короче, мировые ситуации, воздушные бои. 3 штуки. Air Conflict 3 прям, ну, прикольные, да. Я вообще люблю вот эти вот аркадные, относительно аркадные симуляторы самолетов, причем такие про реальность, не каких-то космических звездолетов, а вот, ну, реальных компаний. И, ну, прикольно, он мне показал, как только я пришел. Тоже, кстати, вот Вьетнам, блин, заколебался искать. Вьетнам тяжело найти было. А вот эти 2 у нас валяются периодически, а вот Вьетнам тяжко найти. Я стал подрастать, мне было уже, наверное, лет 11-12, и я, что называется, спутался
с не самой лучшей компанией, да, это были ребята, которые были старше меня на 2, 3, 4 года. Вот. И надо понимать, что это была середина 90-х, реально был огромный разгул наркотиков, когда все чердаки, все подвалы были открытыми, на улицах был полный бардак, никаких детских площадок, место для игры это какие-нибудь гаражи или какие-нибудь стройки, это всегда. Вот. И я, собственно, вот в таких вот компаниях и по таким вот местам начал активно ошиваться. Начал заниматься не тем, чем следовало бы заниматься, да. Начал впитывать в себя не очень хорошие примеры поведения, да, и, собственно, это все отражалось на моем характере. И в этот момент родители, я не знаю уж намеренно или не намеренно, купили мне по моему желанию, потому что я у соседа увидел эту консоль, купили мне Сегу. Опять же, Сеги официально еще не было. Только я не уверен, что вышла программа Dendy «Новая реальность», ее, по-моему, еще не было. Никто не знал про Сегу. Мы покупали Сегу просто потому, что она была у моего соседа, а они сказали, что купили ее где-то там в каком-то магазинчике. Я даже помню этот магазин, он был на станции метро Краснофельская, в подвале какого-то дома, там были просто деревянные стеллажи. И всего там 3-4 коробки стояли с этими Сегами. Она стоила $100 на тот момент, это было очень много. И на самом деле я благодарен родителям и благодарен компании Sega, что они в некоторой степени стали меня немножко отваживать, да, от вот этой самой компании, в которой я тусовался. Я в некоторой степени даже благодарен, да, этому опыту. Но, с другой стороны, учитывая, что многие из тех, кто там был сейчас, либо спившиеся, либо сторчавшиеся, либо вылечившиеся люди, а кого-то даже нету в живых, учитывая это, я все-таки рад, что родители купили мне консоль Sega, в которой я нашел больше интересного, чем во времяпрепровождении на стройках и в подвалах. Хотя, конечно, это не закончилось, но этого стало гораздо меньше. И заслуга новой реальности, так сказать, той самой, да, здесь совсем не маленькая. Вот это вот, конечно, это такое, ну, одни из жемчужин, можно сказать, причем которые мы со Стасом оба сначала как-то пропустили, в руках повертели, и только на следующий день я догнал, что на самом деле, ну, упустили. То еще сокровище, короче, ломанулся и купил себе 2 этих игры. Опять же, поезда. Я помню тот день, я помню в рамках проекта «Будем искать», по-моему, это было. Я помню, что я смотрел на эти поезда, и у меня были мысли их купить по 1000 рублей. Но вот тогда мы тогда уже много накупили, причем я не знал, что они редкие, дорогие, но вот какая-то чуйка была интуитивная, вот чуйка коллекционера, я этого не сделал. На следующий день, оказывается, Женя, это, кстати, момент, помните, в одном из видео я заглянул в соседний магазинчик и купил там втихую Сатурна себе 8 дисков. Стас у нас уже следующий магазин окучивает. Уже все. Покуха, я тут Сатурн нашел. Женя сделал то же самое. Втихую на следующий день приехал и скупил поезда. Было как? Мы приехали в торговый центр Черемушки, мы оба вертели в руках эти поезда, и он, и я, и никто из нас в этот день их не купил. Стоили они по 1000 рублей, а мы уж потратили, ну, наверное, по 5, по 5, по 6 тысяч, насколько я помню. И покупать их уже было, ну, честно говоря, неохота, они уже казались какими-то дорогими, да. Мы повертели их в руках и положили обратно. И я даже сам не знал, насколько они там дорогие какие-то или редкие. Просто в ту ночь, да, когда мы приехали домой, я вот вспомнил, что мы их вертели в руках и подумал, блин, а это все-таки круто, нифига себе, симулятор машиниста поезда, еще и две части, надо все-таки их съездить и забрать. И на следующий день, ни в какую, ни тихую, я просто взял и поехал и их забрал. Ну, то есть я не видел какой-то необходимости перед кем-то отчитываться и говорить, что вот я еду, покупаю. У нас у обоих был шанс их купить в предыдущий день, никто им не воспользовался, а следующий день уже, собственно,
Ну, кто решил поехать, кто-то решил. Сделал бы это Стас, точно так же он бы поехал и купил. И это не значит, что он должен был бы мне сообщить, что я вот еду, собственно, их покупать. Это просто, что называется, потом я подумал, что, блин, зря я их не купил и поехал и купил. Вот такая вот ситуация. Тут вы уж решите и скажите, кто из нас прав. Похожие ли эти случаи или, собственно, это совершенно разные вещи. Она по умолчанию на английском? Ну, здесь дублируется, видишь. Поиграл я в поезда, ну такое видео отрендерено не очень хорошо, но как бы очень. Я вообще люблю такие игры. Слушай, прикольно. Я бы тогда у меня с деньгами было лучше, я бы сейчас не парился. А у меня был тот самый период, потом, когда была PlayStation 1. Да, у меня есть, короче, здесь немножко PS1 игр. Вот это я, Стас, у тебя тоже видел. У тебя такое есть. Но это, я считаю, вообще must-have вообще для любого коллекционера. Если ты вообще хоть как-то увлекаешься играми, то это, конечно, такой must-have. Тоже must-have. Resident Evil 3, Сердце тьмы, Dino Crisis, Phone Filter 2. Потом был Dreamcast, а потом был период, когда в моей жизни появилась музыка, я активно ей начал заниматься. Одна из бед. Ваш интеллект. Меня не так должно быть. Мозоли взгляд. Растущий по соседству с вами. Фруктовый сад. Это, собственно, много тусовок, много алкоголя, много шума. И вообще несколько другая жизнь, да, и в этот момент как раз именно от того, чтобы играть в игры, я отошел. Я занимался музыкой, я пел в группе «Маски долой», пока что она стоит, пока что я поставил себя на паузу, да, в плане музыки. И, наверное, в тот самый момент я как-то вновь и начал играть в игры. Когда я уже понял, что вот, наверное, надо это дело поставить на паузу. Потому что как раз музыка меня сильно от них отвлекла. Тем не менее, я все равно всегда старался оставаться в курсе событий. Ну, я, кстати, тоже, я очень люблю индустрию вот, да, компьютерных игр, но я здесь, что у меня, конечно, нету столько времени, чтобы прям много играть, да, но я об этом знаю. Ну да, я все время об этом читаю, я все время смотрю, что выходит, то есть я как-то в курсе индустрии. И я вообще думаю, что индустрия это, в принципе, побьет кино скоро. Конечно, очевидно, нет, это очевидно, просто, ну, кино останется, может быть, просто для более взрослой какой-то публики, да? И если я не играл, я все равно почитывал какие-то журнальчики, какую-то вообще литературу, узнавал у людей, кто во что играет. Так или иначе, я всегда все равно старался оставаться в курсе того, чем живет индустрия. Немножко мультиков вообще. Ну, у меня их больше мультиков погибли, но здесь стоит только вот такое избранное. Вот, очень люблю. Это сделал мой сын, короче. Вот, поделка. И я как-то пропустил PlayStation 2, и потом уже перешел на PlayStation 3. В которую, кстати, я не сразу же как-то и залип. Честно говоря, сначала я как-то разочаровался, играть в нее было не особо интересно. Мне казалось, что интересных игр на ней нету практически. И только, наверное, под конец ее жизненного цикла я реально осознал, что это офигительнейшая консоль, что на ней масса игр, просто на любой вкус. Но у нас их найти очень сложно. Наши дистрибьюторы и наши магазины, они, видимо, закупали только самые популярные, самые громкие игры, которые и лежали на прилавках магазинов. Ура, гармошка. Внезапно. И вот так я как-то заболел консолью PlayStation 3. И собирать-то я начал игры для нее не то чтобы целенаправленно, да, просто в какой-то момент я понял, что у меня уже скопилось довольно их много. И я еще хочу вот эту игру, и еще вот эту игру, и вот эту. И я понял, что что я подсел, что я, собственно, что называется, коллекционер, да, хотя до этого у меня, конечно, тоже были игры, да, и я в какое-то время решил купить себе, собрать какую-то коллекцию для Sega, собрать какую-то коллекцию для SNES. Все это у меня есть, но, конечно, не в таких количествах, как PS3, хотя, ценного и дорогого моему сердцу, такого что-то из детства, довольно много.
И, в общем-то, все по PS3, это все. Но у меня есть еще целая сумка, лежит, короче, убранная. Ну, всякая детская какая-то хрень, разная ерунда. Арт от Никси Пикси. Когда обзаведусь своей квартирой, короче, обязательно повешу в рамку. Вот у меня садомазохистский станок маленький такой. На самом деле гриф неудобный, он очень тонкий, режет руки, когда большой вес поднимаешь. Но вот с этими как-то попроще. Там у меня гантельки, есть еще штанга. По моему опыту, у меня вот в частном доме, в квартире стояло, я занимался тоже. Толку это особого не дает. Но, с другой стороны, Женя сказал, что это делает не чтобы что-то себе нарастить, а просто для того, чтобы быть в тонусе. Почему нет? Я занимаюсь скорее физкультурой. Да, иногда это зальчики, качалочки. Иногда я просто занимаюсь дома, собственно, на домашней скамье, домашней штанге, про которые Стас говорит, что они бестолковые, но на самом деле я не считаю, что это так. Дома можно заниматься и, по крайней мере, зарядочку, и иногда потягать какую-то штангочку, и гантельки. Это дело хорошее, и джойстик это, конечно, хорошо, но джойстик это всего лишь разработка ваших пальцев. Да, все остальное в этот момент отдыхает, и надо это тоже иногда как-то растряхивать, так или иначе. Блин, ну и знаете, и то, что многие так живут, что-то хранят у себя, что-то на складе, что-то у родителей, оно вселяет мои надежды, что если произойдет такая ситуация и мне придется там куда-то что-то отвезти в одно место, что-то в другое, я не буду терять надежду, что рано или поздно это все воедино встретится, так же, как Женя это делает. Он верит в то, что рано или поздно у него будет, дай бог ему, я уверен, это будет своя квартира, в которой можно будет все это аккуратненько сделать стеллажи, поставить и любоваться воочию всей своей коллекцией, чего я ему желаю и себе. Вот так и живу. Обычная жизнь, да, свои увлечения, игры. Одно из них жена, ребенок, которых я очень люблю и которые являются смыслом моей жизни на самом деле. Все остальное меркнет и ни в какое сравнение не идет, но игры, они все-таки добавляют какую-то новую краску. Поэтому, если у вас есть хоть немножко интерес к этому делу, не стесняйтесь, занимайтесь. Это действительно интересная вселенная, в которой куча информации и есть что постигать, и постигать на долгие и долгие годы. И плюс ко всему, это может дать вам новых знакомых и новых друзей, как дало и мне в лице Стаса, и в лице Аники, и в лице еще очень многих людей, с которыми я познакомился, с которыми я общаюсь и дружу. Очень много хороших людей. Вот такие вот дела. Как в прошлый раз или так по лайту? Давайте, ребята, по лайту, потому что это вообще караул. Можно сделать вывод, что японцы такие же люди. Да. Не все то говно, что облили грязью. Посмотрим. Я, как обычно, спал, набив живот едой. Я, как обычно, стал веселый, бодрый, молодой, лишен мирских забот. Не знаю, чем себя занять. Сегодня я решил себе в историю вписать. Жопу почесать. Надев вчерашние носки, а две извилины напряг, чтобы не свихнуться от тоски. Что я вообще могу? Быть может, книгу написать? Да нет, с ума сойду. Печатать, думать, сочинять.